проходит пасхальная седмица, и каждый желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола. Мы с вами находимся в селе Балтым около храма Александра Невского. И сейчас поднимемся на колокольню, где нас встретит звонарь Сергей Коробейников. Здравствуйте, Сергей. День добрый. Скажите, пожалуйста, откуда пошла традиция бить в колокола? Вообще, это достаточно древняя традиция. По церковному преданию родоначальником и основателем колокольного звона считают святителя Павлина Милостивого. Однажды, обходя пределы своей епархии, он утомился и прилег отдохнуть на холме. И во сне увидел прекрасные, всем знакомые цветы, колокольчики, которые колыхались от легкого дуновения ветерка и благозвучно при этом звенели. Когда он проснулся, он решил для себя, что этот сон был ему предзнаменование, вещий сон от Бога, и он решил воплотить эту идею в жизнь. Он созвал местных мастеров, и они отлили некое подобие вот этого цветка, колокольчика, приснившегося. Это и был первый колокол? Это был самый первый колокол. И с тех пор святитель Павлин Милостивый почитается как покровитель звонарного дела и звонарей. Очень красивая история, Сергей. Скажите, а для того, чтобы стать звонарем, нужно ли специально где-то учиться? Ведь, наверное, обязательно должен быть у человека музыкальный слух. Ну, это само собой разумеется. Человек должен обладать чувством ритма, музыкальным слухом, должен обладать какие-то основные понятия, скажем так, о музыке должен иметь. Когда я начинал, допустим, быть звонарем, тогда еще были не так развиты соответствующие учреждения учебные, которые готовят звонарей. Мне и просто тогда, скажем так, это было недоступно где-то специально учиться, заниматься. Поэтому мне вот как звонарю, допустим, приходилось брать какие-то уроки у других звонарей, слушать специально аудиозаписи колокольных звонов. Я могу сказать, что я и до сих пор учусь, в общем-то. С каждым годом стараюсь более разнообразить звон, сделать более красивым, более мелодичным, насыщенным, более музыкальным его. Звонарь – это вообще, скажем так, такой человек, что, можно сказать, это автор и исполнитель. Да, существуют определенные каноны, определенные традиции колокольного звона, но вообще в каждом храме, на каждой колокольне, на каждой звоннице звонарь приносит некую свою лепту, некое свое новое звучание, некие свои мелодии, свои ходы в колокольный звон. Получается, звонарь – это тот же музыкант. А скажите, вот правда есть для каждого торжественного случая свой колокольный звон? Да, это так, и не только на каждый праздник, на каждое событие вообще, как говорится, связанное с жизнью церкви, с тем или иным событием, допустим. Колокольный звон используется для встречи молодоженов на венчании, встречают архиерея, патриарха встречают колокольным звоном. Ну, наверное, один из самых таких продолжительных колокольных звонов нашего храма – это когда на престольный праздник, на день рождения храма нашего, по селу Балтым движется крестный ход. Во время всего крестного хода, на протяжении его, пока они не вернутся обратно в храм, я провожаю и встречаю их колокольным звоном. Ну, получается, звон звонаря – это его такая молитва, да, ведь к Богу? Это молитва, да, это молитва без слов от лица
всего прихода, от лица всех прихожан храма. И поэтому она должна звучать звонко, чисто Да. и красиво. Да, мелодично. Мы прославляем Бога. Мы не можем, допустим, скажем так, вынуть сердце из груди и принести его Богу. Вот, Господи, я, как говорится, я сам себя, как говорится, распинаю и всего Тебе приношу. Мы хвалим Бога вот такими внешними, видимыми образами, как, например, благолепное украшение храмов, храмовое пение во время богослужения и, естественно, колокольный звон. Попробуем позвонить? Давайте. Сергей, скажите, пожалуйста, что это за колокол? Он отличается от других? Это колокол считается реликвией такой, скажем так, нашего храма. Это колокол из самого первого сгоревшего нашего храма, храма Вознесения Господня. Это колокол висел на входе в храм. Он выглядит таким старинным. Сколько ему лет? Он старинный, ему около 100 лет, это дореволюционный колокол. Он, во-первых, выглядит так от древности, а во-вторых, потому что, когда храм сгорел, пострадал и колокол в огне. А можно услышать, как он звучит? Попробуйте, пожалуйста.